Меня бесит, просто бесит в метро, что люди не дают тебе выйти из вагона и уже начинают заходить. Это, наверное, одна из самых больше всего меня бесит в метро. Дайте выйти, дайте мне выйти. Меня постоянно пытаются сажать в метро. Расскажи, пожалуйста, первый самый важный вопрос. Как давно ты в Панаме и почему это случилось так, что ты тут живешь? В Панаму я приехала 11 лет назад. И, честно говоря, приехала совершенно без знания языка. Просто хотела жить между двух океанов в вечном лете. И выбрала Панаму на карте мира. Мне показалось отличное местонахождение. И приехала на время посмотреть, как и что. И вот осталась. Уже 12-й год живу. А откуда сама? Я из Москвы. Я понял. То есть просто карта, точка, тук и все, да? Но это не мой первый, это, в общем-то, не первый мой опыт. Ага. Я уже так ездила на Шри-Ланку, жила почти год, я в Бразилии жила, я в Испании жила, в Малайзии немножко. Так что это не первая страна, куда я приехала, ну, помимо того, что я путешествовала много. Я понял. Но Панама — это, наверное, любовь с первого взгляда. Затянуло. Да, это любовь с первого взгляда была. Я понял. А вот перемотаем назад, там 10 лет назад, сколько нужно было денег, чтобы здесь обосноваться, как говорится, и жить комфортно? Ну, я не из тех людей, которые приезжают в аэропорт с чемоданом и $100 в кармане. Я готовилась к своему приезду. Я приехала сюда на стажировку. Когда я была, у меня уже была работа. Где меня ждали, у меня была снятая квартира. У меня были люди, которые меня встречали, люди, которые меня провожали, люди, которые меня водили по городу. То есть у меня было все организовано заранее, потому что я приехала с программы стажировок. И все было здорово организовано. И, в принципе, никакого супер капитала не надо было нести, потому что я здесь деньги зарабатывала. Я то, что зарабатывала, на это и жила, и снимала квартиру. И хотя Панама очень дорогая страна, в принципе, той стажировкой, где я работала, мне хваталось на такую нормальную жизнь. То есть относительно тех стран, где ты была, путешествовала, Панама дорогая страна? Да, Панама абсурдно дорогая страна, просто абсурдно дорогая страна. В регионе, по сравнению даже с Европой, с Россией я даже не говорю. На мой взгляд, это очень дорого, $8-10 за обед. В обыкновенной закусочной. Когда в Испании можно за 3-4 евро поесть. А про Москву я вообще не говорю. Сейчас вот с обменом долларов те смешные цены, которые там, по сравнению с тем, что есть, Панама абсурдно дорогая страна. Тебе надо быть реально сумасшедшим сюда приехать и думать, что ты будешь жить как король. Тут надо очень хорошо зарабатывать, чтобы хорошо жить. Понятно. А что за работа? Просто коснулась темы работы. Ну, я работаю в коммерции, в принципе. Я работаю в коммерции и в транснациональной компании, которая занимается циберзащитой. То есть это компания, которая защищает другие компании от различных атак, делает тесты на проникновение, там, скажем так, на атаки, защищает их серверы. Компания, которая разрабатывает и такие программное обеспечение, которые помогают другой компании отслеживать продуктивность своих сотрудников, отслеживать деятельность своих департаментов, чтобы никакая секретная информация не вышла за границы, никакими способами. Если это происходит, то куда она ушла, и из-за чего, и какой человек виноват. Это называется так называемый криминалистический анализ утечки информации. Это международная, да, компания? Да, это международная компания, которая номер 1 в Европе. А главный офис где находится? Главный находится в Братиславе.
Ты имеешь гражданство? Тяжело было получить? Нет, у меня нет гражданства, и я тебе открою маленький секрет, Дима. У меня даже вид на жительство еще временный. Панама – это страна, в которой, наверное, получить гражданство сложнее, чем в Швейцарии или во Франции. Я 11 лет живу в Панаме, у меня собственность, у меня муж панамец, но у меня вид на жительство временный. Дима, временный, ты представляешь? И для того, чтобы получить этот вид на жительство, сколько интервью мы проходили, чтобы доказать, что я его жена. И что только мы не делали. Вот сейчас будет новый виток, скажем, в этой истории. Мне надо будет получать вид на жительство уже как бы постоянный. И это будут очередные бумаги, деньги, интервью. И знаешь, что было самое вообще жуткое в этой всей истории? Когда мы получали вид на жительство мой, это было как раз вот еще в пандемию. Они не смогли в то время прийти и посмотреть, что мы реально живем вместе, и что я вышла замуж не по, скажем так, не по расчету. Они заставили меня сделать видеозвонок. Я была в квартире, они мне звонили из миграционного офиса и меня заставили показывать, где мы живем, где мы спим, где мы едим. Мой муж музыкант, они меня заставили показать, где у него инструменты находятся. Но знаешь, в чем был самый прикол? Когда они меня заставили открыть ящик, показать наше нижнее белье и доказать, что мы реально там живем. Прикинь, так это трусы мои, это трусы его. Прикинь, какой... Это было просто... Я когда позвонила своей адвокате, рассказала, она говорит, я просто в шоке, как вот все сложнее становится. Я не знаю, на самом деле, эта процедура со всеми была или то, что со мной, потому что я русская, я не знаю, но это было просто... И это было как бы один из 3 собеседований, и вот 4-е было как раз вот видеозвонок. И сейчас, когда мне надо будет получать новый вид на жительство, я не знаю, они там попросят нас поцеловаться на камеру, я не знаю, что они... Мы уже 7 лет вместе, и нас постоянно это терроризируют. То есть мне надо, не знаю, фотографии свои показать, там, альбом. Я уже не знаю, как доказать, что я вышла за него. Знаешь, я не приехала из какой-то несчастной страны, там, потому что мне жилось плохо в России. Я приехала из великого города, замечательного, Москва, города возможностей, где намного комфортнее жить, чем в Панаме. И приехала сюда, не потому, что я там несчастная, там, сбежала от власти, еще что-то, но почему-то вот эти вот проблемы, которые ставят нам, это просто нечто. Такое ощущение, что мы, там, я не знаю, террористы какие-нибудь, еще что-то. Но для меня это вот, болезненный вопрос получения документов, видишь, до сих пор. И когда я получу вид на жительство, когда я получу гражданство, это... Не знаю, это много денег, много экзаменов, много осложнений, не знаю. Возможно, никогда, возможно, в ближайшие 10 лет, не знаю. Там обычно большинство говорят либо через инвестиции, да, либо по программе пенсионата проходит. Не знаю, инвестиций у меня нету. Вот, что... Честно тебе скажу, что... Вот это вот получение гражданства в панамского намного сложнее, чем получение гражданства Соединенных Штатов, Франции и многих других стран. Потому что там, как правило, через 3-4 года, когда ты замужем, уже получаешь. Здесь я знаю очень много девушек замужем за панамцами, которые до сих пор с видом на жительство живут, у которых там 1, 2, 3 детей панамцы. А что говорят, нужно сколько лет жить? Там у каждого свои препоны. Кого-то заставляют, там, например, если врачи, работать в каких-нибудь бедных там кварталах или каких-то провинциях. У кого-то говорят, что вы должны, там, я не знаю, большие деньги заплатить, там, 5, 10, 15 тысяч долларов за гражданство. То есть у каждого, в зависимости от страны и положения, какая-то сложность. И я знаю очень, в принципе, обеспеченных людей, которые живут здесь много лет и до сих пор, как ломают копии, не могут получить гражданство. И не только русские. Окей. Как считаешь, можно вообще иммигранту себя здесь реализовать, если сюда приехать? Если ты русский, да. Потому что мы для них очень красивые. Мы для них просто... Я захожу
в офис, я захожу на любую встречу, я захожу в магазин, на меня всегда смотрят: «О, какая красота, я белая, у меня красивые глаза другого цвета, нежели коричневые, золотые волосы». То есть мы с тобой, Дима, просто тут звезды Голливуда. И для нас многие вещи нам прощаются, многие вещи мы вызываем восхищение. Многие вещи, когда мы говорим, только потому что вот мы такие, нам как бы плюс. И, конечно же, мы всегда будем в фаворе благодаря нашей внешности. Ну и я думаю, тоже национальность, потому что латиноамериканцы в целом очень хорошо относятся к России, к русским. Вот. Не хочу про политику сейчас, но говорю, что очень хорошие отношения. Никогда я не видела никакой агрессии, никакого вот непонимания именно у простых жителей там и прочего. Все это адекватно, и когда узнают, что я русская, такие: ой, как замечательно, там мы были у вас на Мундиале, вы такие классные, вы такие красивые, вы такие здоровские, я так люблю русскую культуру, русскую музыку. Там. Мой муж работает в симфоническом оркестре. Я не знаю, какой оркестр в мире играет столько русских композиторов, как панамский. У них чуть ли не каждый или через концерт они играют русских композиторов. А на главный свой концерт, который был посвящен юбилею, они играли полностью концерт, посвященный Прокофьеву. Они уже отыграли всех, и сейчас они начали играть уже менее известных композиторов, которые уже более ближе к советской эпохе. Я таких не знаю. Они играют, и, это здорово, потому что панамцы или латиноамериканцы очень любят русских. И, конечно, благодаря этому у нас есть все возможности и позицию, какую нам нравится получить, и деньги заработать, и что-то хорошо жить. И в первую очередь, да, благодаря тому, что мы не знаю, как там про китайцев, про японцев, про других национальностей, там, не знаю, там африканцев, европейцев, но русские у нас есть большой плюс. У нас много преимуществ. Круто. Иммигранту тяжело здесь работу найти? Нужно испанский обязательно знать или как? Испанский знать желательно, потому что в Панаме не очень хорошо говорят по-английски. Но всегда есть но. Всегда есть возможность устроиться в транснациональную компанию и занимать какую-то позицию и говорить: я учу испанский. И в транснациональной компании большинство, они экспаты, они говорят по-английски. Я приехала сюда, в общем-то, почти без знания испанского языка. Я где-то за год его выучила, уже нашла себе работу серьезную такую в компании. На менеджера по маркетингу я стала. И классно. На самом деле, русские очень талантливые люди. Я не говорю, что вот мы там лучше других или хуже других, но я говорю, что благодаря тому, что мы говорим по-русски, у нас есть талант почти к любому языку мира. Мы, если хотим, мы выучим любой язык. Поэтому желательно, да, но, как говорится, по возможности. А вообще, какая у них культура, да? Чем она отличается от русской культуры? Да всем отличается. Всем. Что именно? Это южане. Латиносы южане. Они крикливые, они общительные, им нравится там обниматься, целоваться, постоянно вот физический контакт. Мы, вот видишь, с тобой сейчас встретились, ты же не бросишься ко мне целоваться, обниматься, да? Ну, как бы для нас это странно, хотя я тебя не первый раз вижу. А для них, ты их первый раз видишь, они уже меня все целуют, обнимают, все друг другом, там, ой, там, по друг другу. То есть это вот физическое вот это вот. То есть когда русские соблюдают дистанцию, им дистанция не нравится. Им нравится даже вот когда там какие-нибудь переговоры, мы, например, они стараются как бы уменьшить дистанцию. Они начинают сразу тыкать. Ты, неважно там, какая у тебя должность. Они тебя там могут потрогать, пока общаются. И то есть вот это вот тактильность общения, которая для нас чужда. Мы не любим, когда нас трогают, мы не любим, когда нам тыкать начинают. Ты мне такой, что меня тыкать, да? Для нас это, очень странно. Это, наверное, первое. Что шокирует сразу, наверное, что мы в России очень прямолинейные. И мы свою прямолинейность считаем как таким большим плюсом. Типа вот, я тебе говорю, ты человек говно. И
ты говоришь, вот это вот я тебя вот люблю тебя за это, потому что ты не вот... А они не будут тебе говорить, они будут там вот, ты понимаешь, что, все 50-е. То есть они вот никогда напрямую не пойдут. Вокруг да около. Да, вокруг да около. Нас это бесит. Нас бесит, когда скажи мне, в чем проблема. Нет, вот чтобы прямолинейного человека встретить, это очень сложно, чтобы тебе впрямую в глаза сказал, что и как. И для них даже отказать очень сложно. То есть ты звонишь в компанию, говоришь, вот я вам предлагаю, да, конечно, но это нет, просто им стыдно сказать нет, им стыдно тебя послать, им стыдно тебе сказать, что ты вот... У них такая культура, что вот они чувствуют себя некомфортно. И плюсом в этом является, что они не конфликтные. Если кто-то влез перед ними в очереди, они будут рожу бить. Они будут говорить, ты куда тут влез, ты вообще здесь не стояла. Они будут, хорошо, стойте, ничего страшного. То есть такие милашки, типа, ладно. То есть вот с одной стороны это плюс, с другой стороны минус. С какой стороны посмотреть? Да, они не конфликтные. Они когда напрямую в конфронтацию не пойдут, они вот такие милые южане. Это климат на них так повлиял или что? Климат и то, что эта страна, они говорят, País del Paso. Это здесь столько национальностей было, здесь столько религий прошло, здесь столько, как называют, настоящий котел, сколько здесь столько не перебывало латиносов, европейцев, американцев. И они все здесь варятся, и они стараются на таком вот маленьком клочке друг друга не побивать. И вот здесь ты можешь увидеть мусульман, живущих в соседнем здании с евреями, они общаются нормально, друг к другу ходят в гости, друг другу там продукты покупают из магазинов. То есть здесь все вот эти вот конфликты мирового такого характера, когда там, не знаю, эти ненавидят этих, там, там, я не знаю, армяне там с азербайджанцами, там, евреи там с, не знаю, с мусульманами, там, я не знаю, еще кто-то. Здесь ты этого не увидишь, потому что здесь не все это нейтрализуется, что панамцы ненавидят конфликты. И если вот был какой-то конфликт там против русских, панамцы встали, сказали, мы здесь этого не потерпим. Здесь русские на нашей территории, и вы их обижать не будете. И все это сошло на нет. И это классно, потому что мы в маленьком вот таком доме, все живем, разные национальности, разные культуры, разные цвет кожи, и все друг друга уважают, и все, в принципе, нормально живут. Нет никаких вот этих вот склок, которые происходят в мире. Это здорово. Панама – это пример, как могут жить разные люди в одном месте и адекватно сосуществовать. Как ты считаешь, что влияет на людей, живущих в Панаме, что все так медленно происходит? Как-то жара. Маньяна и все Жара. Здесь, хотя по сравнению с какой-нибудь Испанией, где 50 градусов, у нас здесь достаточно хороший климат. У нас самое прохладное в городе 23-24. И самое жаркое 30-35, я считаю, что адекватная погода, но здесь жарко. И, конечно же, люди, которые из жарких стран, они более ленивые, они более такие неорганизованные, они иногда делают тяп-ляп. Но есть люди, которые организованные, делают хорошо, делают быстро, делают здорово. И они, скажем так, противовес, благодаря чему Панама в многих моментах процветает. Потому что здесь огромное количество классных специалистов от такого низкого уровня, скажем, не с низкого уровня, скажем так, базового уровня, например. Здесь хорошие специалисты по дереву есть, здесь классные слесарюги есть, слесаря там и прочее. То есть люди, которые хорошо, быстро и качественно делают свою работу. И есть люди, которые не очень хорошо делают свою работу. И есть люди высоких, там, сложных, например, профессий, там какие-нибудь фармацевты, химики, классные, известные на весь мир хирурги, нейрохирурги. То есть, если поискать, то можно очень классных специалистов найти. Но надо поискать, потому что очень много людей ленивых, очень маленькая конкуренция здесь. 4 миллиона нас живет, а работы много, поэтому многим делают свою работу спустя рукава. И поэтому, скажем так, можно сказать, что в Панаме не просто найти хороших специалистов, но они есть. Русскоговорящих в Панаме много вообще живет?
Мало, очень мало. А как, есть какая-то диаспора, вы встречаетесь, общаетесь? Как? Ну, ты же у нас недавно был на вечере по Расулу Гамзатову. Мы, Общество русской культуры и Бессмертный полк Панамы, устраиваем мероприятия, посвященные 9 мая, Дню неизвестного солдата. Мы проводим литературные вечера, мы проводили день, посвященный Ане Ахматовой, Лермонтову. Вот Расулу Гамзатову столетие праздновали. Вот потом у нас день памяти был Лунового. Некоторые при русской церкви устраиваем, некоторые устраиваем при посольстве. Ну, нас мало, но мы в тельняшках. Вот, мы держимся друг друга, и здорово наш там День России, как классно проходит, 9 мая, как мы с флагами проходим, с этими шествия, у нас Бессмертный полк каждый год, даже в пандемии мы проходили. Мы свеча памяти мы выкладываем, красивый рисунок, тоже при церкви у нас сад памяти очень красивый. Сегодня русский балет приезжает. Мы сегодня идем на русский балет. Так что русская культура здесь есть. И благодаря панамцам тоже она процветает. Русские концерты есть? Русские концерты, но у нас же недавно приезжали хор турецкого. Вы же не были на концерте, нет? Я там даже станцевала. Второй раз за год приезжали к нам хор турецкого, устраивали бесплатный концерт. Бесплатный? Да, бесплатный концерт устраивают. У нас народ там весь пришел, все пели, танцевали с ними. Это вообще так здорово. Большой зал собрался. Ну, тут, вы знаете, в этот раз был средний зал. Мы надеемся, что в следующий раз, когда они в третий раз уже приедут, будет побольше зал. Но зал был битком, приехали иностранцы, я помню, китайская делегация приехала, по-моему, венесуэльская делегация приехала, по-моему, из Никарагуа ребята были. И все танцевали, пели, Катюша, в общем, было здорово. Панамцы приходят вот на такие русские мероприятия вообще? Посещают? Ну да, у нас есть очень хороших много друзей, панамцев. Вот, например, некоторые мужья, как, например, мой супруг, некоторые, которые любители русской культуры, некоторые, которые учились в России, некоторые, которые, например, занимаются какой-то видом творчества, который связан с Россией. У нас есть один друг, который делает мини-фигуры танков, самолетов и другой военной техники советских времен. И он фанат России. И он ходит на все наши мероприятия, и он знает о Второй мировой войне и Великой Отечественной больше, чем мы, россияне, выходцы из Советского Союза. По-русски говорит? Он понимает, потому что очень много фильмов смотрел. Но это тот человек, который любит Россию, несмотря на то, что он никогда не был, но вот для него это его жизнь. И, конечно, и таких людей много. Про питание мы коснулись чуть-чуть. Вопрос по жилью. Насколько здесь жилье дорогое в аренде или в покупке то же самое? Абсурдно дорого. Но возможно. Если мы сравним с какой-нибудь Аргентиной, и я сейчас не хочу обидеть Аргентину, аргентинцев я их очень уважаю, но если мы сравним с Аргентиной, где покупка жилья это мечта, то здесь это вполне реально. Вопрос, сколько времени ты будешь за нее платить и насколько ты качественно сможешь, скажем так, качественное жилье найти. В принципе, в Панаме неплохие зарплаты, и можно найти, например, вторичку за 100-120 тысяч долларов запросто. Хорошее жилье, в хорошем доме, со внутренней парковкой. Ну, понятно, это не в центре будет. Это... Но в принципе, Панама не такая уж большая, не такой большой город, чтобы говорить в центре. Во всяком случае, он будет недалеко от метро. И в хорошем районе. Да, в нормальном районе, потому что районы, которые опасные, там жилье государственное, и там дарят этим ребятам, там не купишь жилье. То есть, даже если захочешь в опасном районе поселиться, Дима, тебе никто это не позволит, потому что там муниципальное жилье. Даже если у тебя деньги есть, да? Да, то есть я хочу жить у вас в бараке, нет, бараки все уже распределены. Так что, Дима, если ты вдруг желаешь здесь жилье покупать, в бараке тебя жить не получится, тебе придется жить в более-менее спокойном районе. А сколько вообще
иммигранту на первом этапе, он хочет переехать в страну, в Панаму, нужно денежных средств. Ну, понятно, там аренда, питание, устроиться на работу. Ну, хотя полторы-две тысячи долларов в месяц ему нужно, да. Да, если он собирается снимать жилье, потому что если, например, он хочет снимать комнату, более-менее в центре, это будет стоить от 350 до 500 долларов, все включено. Если он хочет снимать, например, квартиру, например, двушка, может стоить где-то от 600 до 700 долларов. Но в таком не очень дорогом месте. Если ты хочешь подороже, это уже 1,5-2 в месяц. А машины здесь насколько дорогие вообще в продаже? В сравнении с чем сравнивать? В сравнении с чем сравнивать, я считаю, что здесь хорошие скидки делают на машины. Ну вот, например, Toyota RAV4 будет 38 тысяч долларов стоить. Спасибо большое. Пожалуйста. Пока-пока. Видишь, тебе поблагодарили тебя по-русски. Спасибо большое. Видишь, часто спасибо большое. Она там выучила, наверное. Да, но она услышала, что мы русские, и она сразу заулыбалась и нас поблагодарила по-русски. Это тебе ответ, как к нам относятся латиносы. Они, когда видят, что мы русские, слышат, они всегда хотят, улыбаются нам и стараются хоть пару слов сказать. Они на какие-то слова реагируют негативно, ну, как, допустим, негры, да, говорят, когда их нигерами называют, они реагируют. А у них есть что-то такое? Не, ну я, например, могу сказать, например, если черный парень, я скажу, эй, черный, и он не обидится. Или эй, китаец, он китаец. Меня вообще называют либо белая, либо... Бланко. Нет, меня называют палида. Палида это как бледная. Вот. Ну вот, например, мой муж, вот ты его потом покажешь, он у меня, скажем, местный житель, такой коренной. Чоло. Они чистокровные индейцы. Ну, понятное дело, что они с перьями в волосах не бегают, хотя некоторые бегают. Есть чоло, которые цивилизованно уже живут, и они там учатся в институтах, работают на какие-то работы, живут там в городе, ездят на машине, а есть, которые еще вот живут как аборигены. Они все внешне похожи. Вот если, например, вот назвать одного там чоло, он, в принципе, не обидится. Но если ты говоришь, что типа ты дурак, потому что ты чоло, он может, обидеться, конечно. Вот. Но я, например, моего мужа могу там чолито назвать, то есть ласково. И он не обидится, но наоборот, ему нравится. Как он меня, например, Русита может назвать нежно, как ласковая девочка, или там русская девочка, да. То есть, в принципе, здесь нет расизма. И тут очень нормальные отношения. У меня в офисе работают и негры, и белые, и латиносы, и все подряд, и нет такого, никакого разделения нет. То есть пропорционально следят, но русская внешность очень завораживает. А у них подсознательно, они прям вот смотрят на нас, и у них сердце расцветает. То есть какая-то просто любовь к каким-то национальностям есть. Вот славян они любят. Вопрос по поводу лечения. Насколько оно здесь дорогое, и так как мы вкратце задели то, что есть профессора хорошие и так далее, и насколько есть разные операции можно делать? Я всегда говорю такую фразу. Начинаешь ценить Россию, когда ты из нее уезжаешь. Когда ты живешь в России, ты не ценишь ее. Ты не ценишь поликлиники русские, российские, ты не ценишь российских врачей, ты не ценишь сдачу анализов в России. Ты многие вещи не ценишь, ты считаешь, ничего, это нормально. Так должно быть. Да, так должно быть. Еще там начинаешь, возбухаешь, тебе надо тебе нужно сегодня анализы, а тебе через 3 дня их можно сдать. Я приехала в Россию, я за 3 недели сделала полную диспансеризацию. Я посетила около 10 врачей, сделала анализы всего, что только можно сделать, включая гормоны. И все бесплатно. Благодаря моему дорогому правительству. Спасибо ему большое, российское правительство. Я старалась не вдаваться в политику, но тут действительно благодарен. Здесь, в Панаме, у меня частная страховка, но если я попытаюсь сделать то, что я сделала в России, это выйдет несколько тысяч долларов, а я плачу страховку дорогущую. И это не за 3 недели, это за 3 месяца.
А если ты не платишь, то есть государственные, то можно там врач какой-то через месяц тебя примет, или через 3 месяца. Некоторые там процедуры годами ждут какую-то процедуру сделать. Умирают, пока эту процедуру дождутся. То есть большие очереди. Ужасные очереди. Специалистов не хватает адекватных клиников, поликлиник, все вот. То есть я из Москвы, и я думаю, что во многих крупных городах есть такое. Ты на прием к врачу по интернету можешь записаться. Ну, ты так говоришь, ну да. Это ну да, Дима, это счастье. Это счастье, что ты можешь сделать. Я даже в частную клинику не могу здесь записаться. Часто мне надо звонить там часами. То здесь на e-mail даже не отвечают. Да, тут на e-mail не отвечают. А в государственных клиниках тебе надо в 3 часа ночи встать и очередь стоять. А если у тебя заболел ребенок, к тебе не приедет скорая, Дима. И если у тебя бабушка умирает, тебе не приедет скорая, если ты в государственной. В России у тебя ребенок заболел, к тебе приезжает скорая, а на следующий день тебе приходит педиатр. И это нормально. И люди смотрят на это, нормально. Здесь это мечта. А если у тебя 2 детей заболели, и у тебя нет возможности взять такси куда-то поехать, а если ты приедешь, то тебе придется часами сидеть в ожидании, когда тебя примут. И, возможно, их посмотрят, дадут по пару таблеток и отправят их домой. Но платные клиники-то примут? Платные климаты. Знаешь, сколько там платить приходится? Около 200-300 долларов в месяц. В месяц? Да, я не знаю, что это за прием, потому что каждый раз, когда я попадала в скорую, как это в скорую, так, я там ногу подвернула, еще что-то там один раз, еще что-то. Меня принимали, со мной Вась-Вась, ничего не платила. Но если бы я поехала туда без страховки, я думаю, 1,5-2 с меня бы точно слетели. Страховки сколько стоят? Они стоят дорого, в зависимости. Но вот моя подружка сейчас страховку платила, бешеные деньги. Потом она поехала выражать в частную клинику, и страховка почти ничего не покрыла, и им пришлось еще $5000 платить. Но в роды туда не входят явно. Ну, так они платили с родами. То есть им говорили одно, потом другое. То есть здесь, я не знаю, конечно, в Штатах еще хуже, потому что в Штатах там вообще все дорого, и там проще, наверное, не знаю, лечиться в другой стране, чем в Соединенных Штатах. Но здесь, да, здесь очень сложно в плане, если у тебя нет денег, у тебя нет нормального медицинского обслуживания. И поэтому люди никогда не проходят никакие обследования, если у них там ничего не болит. То есть только когда ты уже умираешь, если тебе больно, плохо, тогда люди идут в больницу, стоят там в свою очередь, когда их там примут, когда в 3 часа ночи, Дима, ты представляешь, 3 часа ночи встать и еще 2-3 часа стоять, чтобы записаться к врачу, могут тебе сказать, все, закончились эти места у врачей, приходите завтра. И это нормально здесь. Наша компания предлагает медицинскую помощь в Панаме и Латинской Америке. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и других странах, а также осуществляем лечение за рубежом для иностранных граждан. Одним из наших главных приоритетов является здравоохранение наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной медицинской помощи, которые известны своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши клиенты могут быть уверены, что получат профессиональную зарубежную медицинскую помощь, осуществляемую опытными медработниками. Что такое Росмедицина и чем она занимается? Это скорая медицинская помощь за границей, экстренная госпитализация неходячих больных, медицинская эвакуация пострадавших вертолетов, санитарная транспортировка на родину, а также медицинский туризм, консультация врачей и лечение различных заболеваний. Дополнение, роды за границей и оформление гражданства для детей. Почему стоит обратиться в Росмедицину? Потому что наша клиника более 10 лет на рынке медицинских услуг, лицензирована и сертифицирована. Мы организуем встречи в аэропорту на машине скорой помощи, либо автомобилем реанимации. Сопровождение психологом, владеющим на 3 языках – английский, испанский, русский. Имеются проверенные действующие травматологи, хирурги,
с опытом реконструктивных операций. Более 3000 довольных государственных учреждений и производственных предприятий. Заключение договора с клиникой Росмедицина дает гражданину возврат 13%. Возможность получения 10% скидки на авиабилеты в Латинскую Америку. Если вы путешествуете или работаете за рубежом и нуждаетесь в медицинской помощи, наши доктора готовы организовать срочное лечение за рубежом. Требуется медицинская помощь высшего класса. Ссылки и контакты в описании под этим видео. Продолжительность жизни здесь вообще какая? Около 80, говорит. Но у него бабушка 92 года, она еще нормальная. Но она живет где-то в деревне, свежий воздух, продукты питания свежие, так что нормально. Ну, где-то 75-80 лет. А в Панаме самой не свежие продукты вообще? Откуда их привозят? Дело в том, что страна маленькая и очень много экспорта. И, конечно же, продукты, я бы не сказала, что прямо первой свежести. Надо знать места, скажем так, куда ходить. Я считаю, что в Панаме не очень хорошее качество еды. Ну, я бы не сказала, что я здесь прямо от еды схожу с ума, там качество хлеба, там качество продуктов. Мне кажется, что очень посредственное. Очень посредственное. Они стараются улучшить все. Есть что-то повкуснее, есть что-то похуже. Ну, кофе, например, здесь кофе самое лучшее. Местная кухня какая тебе нравится? Но мне местная кухня, начнем с того, что мне не нравится она. Я ее не ем толком. Я не люблю жирную еду. Но в Панаме есть то, что нет в других странах. Здесь готовится очень хорошая заграничная еда. Я считаю, что, и не только я, в Панаме самая вкусная пицца. Ты не можешь найти, вряд ли найдешь страну, где такая вкусная пицца, как в Панаме. Здесь она просто всех возможных видов, качественная, обалденная. Здесь обалденно готовят мясо. Здесь обалденно готовят, я имею в виду специализированные рестораны. Очень хорошо готовят суши. Обалденно. То есть в плане кухни вот у нас международной, восторг. Я тебе могу дать список 2-3 ресторанов, и ты попробуешь самую лучшую пиццу, которую когда-либо ел в жизни. Паста. Они здесь хорошо готовят. Ну, русская кухня у нас здесь хорошая. Ребята очень здорово делают. Кухня мира. Кухня мира в Панаме самая-самая вкусная. Много здесь русских кафе, русских ресторанов? Есть 1 или 2, но в основном девчонки готовят на дому. То есть, если хочется там наполеончик, голубчики, еще что-то, надо заказать. Хорошо, очень все вкусно готовят, здорово, все как дома. Я мужа как-то водила пельмени. Какое же пельмени? Моего мужа пельмени, моего мужа это вообще, это Валдимон. Очень вкусно. Друг своего водил на пельмени. Он мне, я такого вкусного вообще еды не ел. Это обалденно. Они там, знаешь, вот это с бульончиком, все обалденно готовят. Ну, они на дому готовят, потому что такого прям желания посетить кафе людей Да, много. да. Дело в том, что, как правило, если мы русские заказываем еду, мы ее заказываем на дом. То есть идти в какой-то ресторан и наслаждаться русской едой, наверное, нет. Люди как-то привыкли русскую еду дома есть. А те, которые не знают о русской еде, они, может, и не придут. Поэтому это больше всего как бы сарафанное радио. И люди, как правило, да, давай закажу себе на дом. Здесь очень популярно заказывать еду на дом. Вообще, Панама очень удобная страна. Панама – страна, в которой очень комфортно жить. Здесь все можно заказать на дом. Здесь уборщицы на дом заходят, здесь тебе все убирают, готовят на дом, тебе еду привозят на дом, тебе еду приносят на дом. Тебе не надо толком даже из дома выходить, чтобы мусорку вынести. То есть Панама очень удобная в этом плане страна. Насколько развиты приложения, там, заказ еды, приложения, там, найти няню, уборщицу? Есть тут вообще это? Да, тут много чего можно по приложениям найти. Няню и вот уборщицы и прочее, мы, как правило, друг другу отправляем контакты, потому что все-таки человек приходит к тебе домой, и ты должен быть уверен, что он там не украдет ничего, не сломает, не принесет там негатив какой-то там ключи не стащит. Не, ну тут даже вот в России есть приложение, допустим, профи, да, там ты можешь найти человека, кто тебе сделает
уложит плитку, то есть, да, ванну, Да. а другой тебе сделает там Нет, навесные потолки. Маленькая страна, здесь просто все друг друга знают и просто тебе рекомендуют. Например, у меня есть очень хороший знакомый, который вот этот мастер на все руки. Он тебе и свет сделает, и слесарь хороший, и плитку положит. То есть обалденно на все руки. И я, когда он меня спрашивает, я сразу отправляю его контакты. У меня есть несколько, например, девочек знакомых, которые уборкой занимаются, некоторые знакомые, которые няни. И мы друг другу контакты отправляем, и как бы хороших, адекватных людей себе находим. И вообще-то по адекватным ценам. Так может сделать какой-то сайт или приложение, где будут люди, которые уже себя зарекомендовали, там отзывы со Ну, Дима, звездочками. сделай, я твоим первым подписчиком буду. Давай сделай, что? Я тебе даже могу контакты сразу дать. Кого туда вставить. То есть будут все направления, да? Ну, сделай основные 3 направления. Там уборщицы, няньки и эти. И, например, вот которые там слесаря, вот эти все. Ну, в основе это, конечно, Ну. очень важно. Часто у кого-то что-то потекло, сломалось. Да. Окей. Например, у меня это, я сейчас не загадываю, я буду через месяц-другой, мы будем кое-что дома делать из дерева. Я вот хочу, у меня есть 3 специалиста работы по дереву, и вот один из них будет работать. Что я тебе расскажу, как у меня там все прошло. Потому что мебель в Панаме это отдельная история. В Панаме найти мебель проще, сложнее, чем, я не знаю, иголку в стоге сена. Это нереально найти здесь адекватную, хорошую, качественную мебель. Потому что все привозное, да? Да, не все, ну да, в основном все привозное, но все такое, ты знаешь, вот как вот, не знаю, страшно, все цветов каких-то неинтересных, модели, знаешь, как будто они их копируют одно с другим. И главное, это не дерево, это вот это вот. Ну вот как раз, вот она и есть, она они называют plywood. Это, да, это стружка, которая. А мы же в влажной стране живем, здесь все вот это взбухает за считанные дни. А если это кухня из этого делать, Дима, ты представляешь, вот эта вот кухня, она больше 5 лет не прослужит. Все вот это вот начинает, значит, гнить, а потом-то появляются всякие жучки, паучки, тараканы. Ну вот. Так что лучше ты, Дима, знаешь, чем займись? Ты займись лучше мебелью. Да, привози Мебельный бизнес мебель. подавит. Завози мебель какому-нибудь. Я мебель за интернету заказываю. Это нормально вообще, мебель по интернету заказывать? Я, как адекватный человек, должна по интернету заказывать там гаджеты или там одежду какую-то сверхособенную, эксклюзивную. Или там я заказываю, знаешь, что я заказала? Этажерку. Дима, этажерку я по интернету заказывала, когда, мне кажется, это такая базовая вещь, что можно в любом магазине этажерку найти. Нет, этажерок здесь нет, здесь какие-то жуткие вот эти вот прихожие, какие-то, вот знаешь, вот, уродливые, такие какие-то непонятных цветов, все, ой, и дорогие. Какая-нибудь этажерка уродливая стоит $1500. Это нормально? 3 плюса и 3 минуса в Панаме. Давай с минусом. Окей. Первое. Меня бесит, просто бесит в метро, что люди не дают тебе выйти из вагона и уже начинают заходить. Это, наверное, одна из самых больше всего меня бесит в метро. Дайте выйти, дайте мне выйти. Меня постоянно пытаются сажать в метро. Вот, это раз. Второе, что в Панаме очень мало парков, очень мало красивых зеленых мест, потому что все под бетоном. И из-за этого очень жарко. И Панама, город, который я очень люблю, к сожалению, не зеленый. Сравни Москву. Ну ладно, Москва это, на мой взгляд, самый красивый город на свете. Любой город будет меркнуть по сравнению с моей Москвой. Но ладно, сравни его с Кореей, с Сеулом, фотографии. Там же их 55 миллионов на клочке земли, чуть больше, чем Панама. Нас 4 миллиона, у нас тут раз, два, три парка я обчелась. У них огромные вот эти парки, красота. А у нас парков нет. И последнее, вот что, вот этот клочок земли, который ты там видел, еще вот парк Омар, и еще какой там, вот это Верхентина, там уже этот парк, уже почти его полностью убрали. Зелени не хватает, и вот город поэтому жаркий очень. И третье, что меня бесит в Панаме,
Наверное, вот социальная защита людей. Вот это вот, знаешь, в России мы привыкли, что вот хорошее, не знаю, отношение к нам в плане там здравоохранения, там каких-то социальных гарантий, там выплат каких-нибудь, поддержки населения, удобства там во многих моментах. Здесь все как будто мы еще в старые времена живем. Все, там любую бумажку, чтобы что-то найти, что-то там сделать. Это какая проблема, это такая бюрократия. Уже никто так не делает, все через интернет идет. Здесь до сих пор вот эти вот бюрократия во всем, чтобы любую тебе вещь сделать, надо с этими бумажками по всем кабинетам пройтись. Плюсы. Плюсы это прекрасный теплый климат, мы живем между двумя океанами, и это пляжи, это прекрасное небо, персиковые закаты, и вообще Панама прекрасная страна в плане того, что здесь есть куда съездить, есть что посмотреть. Еще плюс, наверное, панамцы, очень добрые, очень корректные люди. Никогда я здесь не чувствовала себя изгоем, никогда я себя не чувствовала человеком, которого, не знаю, пытаются как-то показать, что типа езжай в своя Россия, Москва, это как это, чемодан, вокзал. Нет, никогда такого не было. Всегда добро пожаловать, тебе нравится наша Панама. Не говорят, понаехали тут. Не, никогда не говорят понаехали. Это мы, москвичи, говорим, что вы понаехали все. Да, а вот они так не говорят, понимаешь? То есть я это очень люблю. И Панама очень удобная страна. Если ты живешь в центре города и недалеко работаешь, то ты за день можешь сделать огромное количество вещей. Я успеваю утром завтрак все наготовить, пойти поработать 8 часов, вернуться, зайти в магазин, сделать шопинг, там какую-то блузочку себе купить в магазине соседнем. Успеваю с моим мужем в парке на пробежку сходить, еще вернуться, потом какой-то ужин вместе мы проведем, потом я еще наготовлю там всякой еды на следующий день. Я за день успеваю огромное количество людей сделать, еще там встретиться с кем-то, пообщаться. Все рядом, все удобно, все здорово. Я счастлива здесь. Круто. Да. Какие рекомендации дашь людям, которые хотят переехать в Панаму, либо рассматривают эту страну? Подумайте очень хорошо, хотите ли вы это сделать, потому что если вы уезжаете из России, то многих вещей вам будет не хватать. Особенно если у вас дети. Панама – это не город для детей. То есть, если у тебя нету возможности, лучше этого не делать. Ну, мы как в России привыкли. Вот у тебя дом, и у тебя двор. Да? Ну, это же нормально. Ну да, а здесь это ненормально. Здесь нет каких дворов. Здесь нету парков. Ты представляешь, вот за город, вот где многие, большинство живут за городом, там нету ни одного парка. Тебя негде даже вывести ребенка. У тебя вот дверь открывается твоего дома, и вот дорога, все. У тебя нету места, где твои дети там будут там на качелях кататься, в догонялки играть. Ты понимаешь, Дима, нету такого места. Нету. Ты вот вдумайся, нету песочницы. Дети не знают, что такое песочница. Это ненормально, что нету инфраструктуры для детей. Здесь сюда приезжай с детьми, приезжай с большим количеством денег, чтобы за эту песочницу еще деньги отсудить. Еще надо еще ее найти. Я вообще не видела ни разу здесь песочницы, чтобы ты понимал. Вот. В России очень много вещей, которых люди привыкли, думают, что они всегда уедут за бугор, а там будет еще круче. Нет, не будет круче. Очень для многого приходится отказаться. И начинается вот этот перевес, что лучше, что хуже, да? Ну вот. И приезжаю сразу, ой, тепло, хорошо, здесь мы в шортах ходим, кайфуем. Но вот это вот кайф в шортах, он не перевесит очень многие блага цивилизации, к которым ты привык и которые для тебя окей. Для тебя окей иметь детский садик рядом с домом, как правило, государственный. Или школа рядом с домом. Знаешь, сколько здесь садик стоит, Дима? $300-400 нормальный садик в месяц стоит. Тут же еще декрета нету. Если девчонки решили сюда приехать и здесь работать, я вам обрадую, декрета здесь нету. 3 месяца. Месяц
до беременности, 2 месяца после беременности. Все, возвращайся, и где будет твой ребенок 4-3-месячный находиться, никого не интересует. И нету мест, где ты его можешь оставить, и надо будет нанимать няню. Потом частный садик. Частная школа. Потом частная школа. Это от 400 до 50 долларов. Вот что включает там униформу и прочее, прочее. И школа так себе, чтобы ты понимал. И надо еще автобус, потому что школа не рядом с домом. Надо возить его туда-сюда. Плюс учебники каждый год покупать. Это не в библиотеке, Дима, как мы идем и покупаем, берем книжки, которые нам остались с прошлого года. Нет. Они покупают каждый год дорогущие книги, которые не в Панаме печатаются, дорогущие, в которых они же пишут ручкой, поэтому их нельзя отдать другому ребенку, который у тебя через год идет в тот же класс. Нет, ты заново все покупаешь. И поэтому надо все вот эти моменты заранее знать, что у меня будет, какие у меня возможности будут и каких у меня возможностей не будет. Поэтому не думайте, что за бугром лучше. За бугром очень много сложностей, которыми наши соотечественники не сталкиваются. И с большим количеством плюсов придет огромное количество головной боли. Поэтому надо перед тем, как ты берешь билеты в один конец, хорошенько подумать. Tell me what you need,